Друзья, всем привет! Вы на канале в хоккее. И совсем недавно нашу сборную официально отстранили по хоккею от Олимпиады 2026 года. В связи с этим событием хотелось бы порассуждать о нескольких, так скажем, пунктах, связанных с этой темой на сегодняшний момент. В переплетении советского хоккея и российского хоккея. Вы поймете, о чем речь, но прежде чем я начну об этом говорить, досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, подпишитесь, поставьте лайки нам, пишите комментарии, потому что тема, которую я сейчас затрону, будет очень интересна для вас, я в этом не сомневаюсь, поэтому в конце даже сделаю несколько выводов по тому, что сам и скажу. Итак, что хотел бы обсудить в данном видео, это то, что так как наша сборная сейчас по хоккею не играет на международной арене, очень много людей, разных комментаторов, экспертов говорят о том, что мы не играем на международной арене, значит, мы будем терять сейчас вот эту, так скажем, понятие, в какой системе координат мы находимся, ну и так далее. Легко опровергается в пересечении, да, если смотреть с призмы советского спорта, советского хоккея в частности. Сборная Советского Союза по хоккею впервые после войны вышла на чемпионат мира 1954 года и сразу же ее выиграла. Нигде, да, команда не играла с иностранцами, так же, как была какое-то время изолирована, страна разрушена и так далее и тому подобное. Приехала и выиграла чемпионат, играя на своих уличных катках, приехав на чемпионат мира, просто обыграв всех, да. И впоследствии в 60-х годах выигрывали все чемпионаты мира, да, и за счет этого как раз-таки канадцы и предложили, да, и захотели сыграть суперсерию 72 года, как говорил Борис Майоров, что это наша заслуга, в частности, в большей степени, да, нашего поколения, кто играли в 60-х, но так получилось, что то есть их заслуга в том, что захотели канадцы сделать суперсерию. Но так получилось, что сами, да, братья Майоровы, Старшинов, там и их поколение не сыграли в этой суперсерии, да, было обидно. Но суть в том, что показали, что не хуже самих канадцев наши, да. То есть я к чему? То, что все это просто разговоры, что нас нет на международной арене. Без этого, если заниматься нужно, как нужно делом, а не понятно, по каким причинам дети и воспитанники школ проходят в взрослый хоккей, не по спортивным, а непонятно по каким часто причинам, тогда, конечно, да, можно сослаться на все, мы вот тут не участвовали, мы тут не участвуем, а кто вам мешает растить хоккеистов? Да, вот первый миф, который разрушали в Советском Союзе, разрушили, это первый. Второй пункт, это в том, что сборная, да, ну, как бы игроки сборной, да, и все в нашем чемпионате играли в своем чемпионате, не ездили там в Европу, хоккеисты не уезжали, уж тем более в Северную Америку, и они при этом росли, да, это показывают результаты, то, что мы разрывали всех и вся на международной арене, играли с лучшими канадцами на равных, как минимум на равных, и, кстати, несколько раз даже лучших канадцев громили. Они обыгрывали, естественно, нас, но мы входили в двойку самых лучших сборных мира. Это даже не обсуждается. Игроки варились в собственном соку, как сейчас вот говорят, если вариться, ничего не будет, не будешь расти. Да, вот берем ЦСКА 80-х годов. Большую часть хоккеистов сборной играла у Тихонова, у нашего великого тренера в ЦСКА. И что для них было поездка, там, к примеру, в Екатеринбург на очередную игру чемпионата с автомобилистом. Да, но при всем при этом они росли. Результаты показывали то, что они выигрывали всех и вся, обыгрывали всех и вся на международной арене. Это легко было проверить, и это легко проверялось, и они показывали. То есть это еще одно доказательство, что это все просто разговоры. Спокойно в своем чемпионате можно расти, да. Они тренировались зато друг с другом, да. Фетисов защищался на тренировках против Макарова и так далее. Это как пример. Соответственно, Макаров рос, обыгрывая с Фетисова. Фетисов, защищаясь против Макарова. И так далее. То есть, вот вторая сторона медали. Это уже второй пункт. Третий пункт. Хотелось бы еще на этом заострить внимание, что очередной миф разрушен. Не уставали от побед. То есть, что я имею в виду? Вот недавно ЦСКА, да, с Федоровым Сергеем выиграла 2 чемпионата подряд в КХЛ. До этого несколько финалов было с Никитиным. И говорили, что ЦСКА устал уже. Вот, как ни странно, конечно, сложно устать от побед, но все это приедается. И получается, сезон 23-24 провалил ЦСКА. Нужно что-то менять.
как команда 80-х годов при Тихонове в ЦСКА не уставала от этого, да, 10 лет там больше подряд выигрывая все, там, кубки, чемпионаты СССР, кубки европейских чемпионов, все призы известия, все, вообще соревнуясь в суперсериях с клубами НХЛ, побеждая большую часть в этих матчах, на чемпионатах мира, практически все чемпионаты мира побеждать, да, нужно выискивать поражения, насколько великая команда, да, и как они не уставали, да, вы говорите, вот люди сейчас, говорят, многие, уставали от... Как, во-первых, можно от них устать? Ну, если даже, как вы говорите, это так, что же делал такого Тихонов? Что вообще происходило в команде, что он делал так, что у них была мотивация развивать свой уровень в игре против автомобилиста, химика и так далее. Я как пример просто условно команды говорю, да. Значит, все это просто, опять же, разговоры. Значит, можно делать, если заниматься как нужно делом. Все это просто разговоры. Все будет хорошо, если ты занимаешься делом. Четвертый пункт в этом разговоре именно, то есть не нужно было, ну, как бы не нужно было постоянное, вот, как сейчас модно говорить, постоянное усиление обновления. Вот сейчас мы постоянно говорим о том, что вот выиграла команда, ее все равно нужно будет перестраивать, что-то усиляться, потому что соперники привыкают и так далее и тому подобное. Да, тогда не было потолков зарплат, тяжело было командам соперничать с ЦСКА, которые собирали большую часть, да, хоккеистов, но из ЦСКА, например, из Спартака, из Динамо они не брали игроков, там, из Нижнего, вот. Но все равно, конечно, ЦСКА был выше на бумаге, но на результате было на 10, на 5 на 3 головы сильнее, то есть. И обновления, конечно же, были, постоянно приходили молодые игроки потихонечку, но не было такого, что нужно там, как сейчас, топ-6, нужны изменения, вот привыкнут, люди играли, и играли просто прекрасно. Это еще один стереотип, который просто разрушил. Ну, вообще, советский спорт — это разрушитель мифов, просто. Это вот, если честно посмотреть, и как они это делали, это просто нужно брать эти все записи, все блокноты Тихонова, смотреть, что он делал, что он говорил, я уверен, что он все это написал, и брать за основу. Вот. И пятый пункт, что я хотел бы выделить, это то, что иностранцев в советском спорте, и в частности в хоккее, вообще не было. Не было вообще. Сейчас нам навязывают, что нужны иностранцы для поднятия конкуренции, без них нельзя. Друзья мои, не было иностранцев вообще, никаких, ни канадцев, ни европейцев, никого. Играли только свои хоккеисты, и мы были лучшими в мире. Ну, как я повторюсь, как минимум в двойке сборных лучших в мире при All-Star сборе, так выразимся. Блестящая команда. То есть еще один стереотип разрушен, да, уже пятый, вот, который я называю, да. То есть это просто все разговоры. Если заниматься, опять же, делом как нужно, воспитывать школы, чтобы они работали как нужно на благо страны, вы скажете, ну, чемпионат был неинтересный, да, но цель была сборная, чтобы мы были лучшими в мире, хорошо. Сейчас интересный чемпионат в КХЛ. А что сборная? Где наша сборная? Сборная последний раз взрослая выиграла чемпионат мира в 2014 году. И в российское время вообще его выиграла там 93-й, 2008-й, 9-й, 12-й, 14-й год. Да, нас сейчас отстранили уже несколько лет. Молодежка. Когда последний раз? Да, 11-й год мы выиграли. До сих пор вспоминаем, как молодежная сборная выиграла чемпионат мира. Друзья, это никуда не годится. Честно, давайте прямо посмотрим в глаза правде. Результат был, да, и вот все, что я сейчас перечисляю, это все разговоры, спокойно можно без этого, то есть хорошо, если бы это было, я бы говорил просто свое мнение, но я говорю результаты, факты, то это было на примере, на живом, то, что в Советском Союзе это показали, не знаю как, что делали, как, что говорили, да, единственное, что я знаю, ну, добивались успеха, единственное, что я знаю, да, вот сейчас вывод и заключение по этому поводу, что результаты были намного сильнее, и мы правильнее относились в данной ситуации, да, политической, в которой оказалась страна, правильнее поступали в СССР. И почему ответ? Почему это? Ответ прост. Занимались и работали так, как никто никогда не работал. Как говорил Сергей Наильевич Гимаев, царство ему небесное, мы тренировались так, как никто никогда не тренировался. По 4-5 тренировок в день. Выходной день там, да, у хоккеистов был после игры домой, если отпускали, а утром завтра приезжают. То есть, да, вы скажете, какой ценой? А какой ценой, как выразился Владимир Путин однажды? А что в профессиональный спорт? Мы приезжаем на Олимпиаду попотеть? Нет, мы приезжаем для результата. Нам нужен результат. Ключевое слово результат. В Советском Союзе он был. И они это делали. Вот ключевое заключение. Мое мнение, что занимались
делом тренировались намного сильнее. Это подтверждают все хоккеисты, футболисты, тот же Шевченко, который занимался у Лобановского еще в «Динамо Киев», да, приехав в Европу, сказал, что тренировки были для него прогулкой после тренировок Советского Союза, да, для хоккеистов, того же Ларионова, там, в НХЛ, он говорил, что это было просто прогулка после советского спорта. Поэтому, когда мы удивляемся, почему так много выигрывал, ответ прост. Тренировались очень много. Не так, как сейчас. Сейчас дали свободу. За то, что боролись так хоккеисты того времени, тот же Ларионов, Фетисов, говорили, что нужна свобода, пришла свобода, хоккеисты приезжают в НХЛ, даже лидеры на чемпионатах мира мало что показывают, мы мало что выигрываем. Собери их сейчас в лучшую команду, боюсь, преимущество будет не на нашей стороне. Не то, что в матчах с Канадой и США, а и с остальными топ-сборными Европы. Вот такое мнение, хотелось бы, чтобы вы порассуждали об этом, раскрыли эту тему. Жду ваших комментариев по привычке. Очень круто, я уверен, что вам понравилось это рассуждение. Давайте обсуждать, говорить, включаться. А вам я желаю всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Будет больше интересных мыслей, необычных и подобных тем. Всего доброго и до свидания.